Арест Николаса Мадуро – это новое слово в вопросе свержения диктаторских режимов. Диктаторские режимы – большая проблема для развитого мира, и вопрос о том, что же с ними делать, стоит давно. Системы, в которых один человек завладел ресурсами целого государства, получил всю власть с помощью насилия и изменения законов под себя, и из-за отсутствия системы сдержек и противовесов может делать все, что захочет. Так вот, такие системы представляют опасность для стран, где власть выбирают, где она регулярно меняется, и где, чтобы принять какое-либо решение, нужно сперва провести длительные и подробные обсуждения. Диктатор может спонсировать терроризм, может продвигать религиозный фундаментализм, начинать войны, стрелять ракетами, посылать в другие страны шпионов, не соблюдать никакие правила, и ему ничего за это не будет. Вроде бы всем понятно, что диктатуры штука опасная, но что же с этим делать? Попытки свержения диктатур через военные интервенции приводили к огромному количеству потерь среди военных и местных мирных жителей. А затем к гражданским войнам, как в Ливии, к появлению еще более опасных режимов, как в Ираке, ну или к возврату прежних бандитов со стремительным удиранием строителей демократии, как в Афганистане. Ничего хорошего от таких попыток не происходило. Стало казаться, что в 21 веке никакой управы на диктаторов нет. Если уж ты захватил власть в своей стране, то ничего с тобой не сделать. Войной на твою столицу никто не пойдет. Даже если ты маленькая и слабая страна, армия которой немедленно сдастся, все видели, что бывает в таких случаях. Остается только выражать глубокую озабоченность, не признавать тебя в качестве президента, ну и в целом просто возмущаться через границу. Даже посреди Европы такая странная и опасная для соседей диктатура, как лукашенковская, чувствовала себя вполне вольготно. Нерушимость границ, неприемлемость вмешательства в чужие внутренние дела и тем более неприемлемость военных интервенций, невозможность требовать от диктаторов выполнения каких-либо правил и привлекать их каким бы то ни было образом к ответственности, все это давало тем ощущение неуязвимости. Но все изменилось 3 января. На чем держится власть диктатора, даже в тот момент, когда он всех достал? В тот момент, когда для собственных элит он единственное препятствие перед нормальной, спокойной, долгой и богатой жизнью. Когда он залез в войну, из-за чего элиты попали под санкции, а их будущее и безопасность их семей разрушены. Что защищает человека, который явно вредит всем, от кого зависит его власть? Кто поверил в себя и продолжает развлекаться? Почему элиты не складывают заговор и не скидывают с себя эту проблему? Потому что если вы замыслите такой заговор и начнете к нему готовиться, у вас будет 2 варианта. Либо преуспеть, либо погубить себя и свою семью. Нельзя просто попытаться свергнуть диктатора и жить дальше, как прежде, если не выйдет. Если получится скрутить Путину ласты, закрыть его в мягкой палате института имени Сербского, жизнь тех, кто это сделает, хоть Мишустина, хоть условного Дерипаски, станет сильно лучше. Те, кто в этом преуспеет, моментально договорятся с Украиной, с Европой, с Америкой, остановят войну, отменят санкции, вернут свои зарубежные счета и недвижимость. А вместе с ними и будущее своим детям. Перестанут каждый день засыпать с мыслью, что к ним вот-вот заявится спецназ ФСБ, что они станут следующими в длинной очереди на раскулачивание и посадку. В конечном итоге преуспевшая группа заговорщиков станет властью. Они перестанут зависеть от кого бы то ни было, будут сами перераспределять активы, их окружение станет новой элитой. Со всех сторон хорошо сговориться и скинуть пожилого человека, который слишком заигрался в геополитику и строительство империй, слишком углубился в свои фантазии и жертвует во имя них реальным миром. Но если заговорщики вдруг проиграют, если Путин удержится, то дай бог им успеть застрелиться. Потому что после разговора в Лубянском подвале каждого из них найдут в 15 разных могилах. Тем, кто попытался Путина свергнуть и провалился, бежать некуда. Их достанут и в Дубайской высотке, и в Марианской впадине. Быть элитой при диктаторе – огромный риск. Причем с каждым днем этот риск растет. Но попытка свержения диктатора – риск гораздо больший. Можно умереть прямо сейчас, немедленно. В данном случае элиты занимают конформную позицию, ждут и надеются, что как-то допересидят лихое время. Вторая проблема в том, что преуспевшие в нейтрализации диктатора заговорщики не факт, что преуспеют в удержании власти. У них будут несколько более высокие шансы победить в кровавом переделе, но совершенно не гарантированные. Никакой легитимности ни у кого не будет. Все начнут воевать за властное наследство. И те, кто был элитой при диктаторе, свергнув его, рискуют перестать быть элитой и оказаться жертвами. Какой бы скверной ситуация ни становилась, элиты удерживает страх. Они боятся диктатора, боятся силовиков, боятся друг друга, народа, боятся всех.
На этом трусливом конформизме все и держится. Как бы ни был плох статус-кво, в нем они пока еще живы. Но что, если бы был способ договориться с какой-то внешней силой, чтобы она прислала голубой вертолет, изъяла проблемного диктатора судить куда-нибудь к себе далеко, откуда он точно не сбежит, и заодно обеспечила внешнюю легитимность? Сказала бы: вот эти ребята теперь тут власть, их убивать нельзя, мы их поддерживаем. Кто будет их обижать, тот улетит на нашем вертолете тоже. Если бы только был способ сделать так, что диктатора вдруг не стало, чтобы его сумасшествие закончилось, опасность исчезла, но ничего при этом не рухнуло, и все остались при своих дворцах, миллиардах, должностях и надеждах на будущее. Казалось всю дорогу, что такое невозможно, что избавиться от задолбавшего правителя можно разве что с помощью войны и оккупации. Ну или через внутренний переворот, когда режим сам восстанет против своего создателя, рискуя головами своих деятелей. Но что если не придется рисковать головой, прорываться по трупам в резиденцию? Что если две стороны, местные элиты и внешние силы, желающие сговориться между собой, просто избавятся от того, кто им мешает? Если задуматься, звучит это настолько же безумно, насколько логично. Почему один человек, его желания, его страхи, его проблемы с головой, его амбиции должны портить жизнь миллионам и стоить миллиарды? Не дешевле ли со всех точек зрения избавиться от такого человека? Всю дорогу казалось, что это невозможно. А теперь американцы ровно это и сделали. Вместо того, чтобы устроить полномасштабное вторжение, положить тысячи своих солдат и перебить десятки тысяч местных, вместо того, чтобы всю существующую элиту перевешать на столбах вместе с вождем, вместо того, чтобы делать опасную для жизни страны полостную операцию, они приходят с лапароскопом и прицельно изымают источник воспаления. Они не трогают местные элиты, совсем наоборот. Они говорят: все, теперь вы власть. Будем с вами, госпожа вице-президент, делать бизнес, добывать нефть, процветать и зарабатывать. Никаких люстраций, никаких конфискаций, никаких причин переживать, что правитель улетел в СИЗО Нью-Йорка. Никто и не переживает. Граждане, судя по всему, тоже совсем не против. Госпожа вице-президент и ее присные, которым просто так власть досталась, руки, конечно, неделю-другую позаламывают для проформы, все-таки иностранное вторжение туда-сюда. Но имущество арестованного тем временем спокойно поделят. В результате американской операции выяснилось, что глава государства — это не какая-то магическая фигура, с которой нельзя ничего сделать, не раздолбав само государство. Нет, глава государства — обычный человек, которого можно поместить в вертолет и вывезти из страны. Так что же выходит такое? Вот есть давно и надежно всех задолбавший аятолла Хаменеи в Иране. Настоящий религиозный фанатик. Есть граждане, которых режим этих старых религиозных пердунов до того раздражает, что они протестуют даже под страхом смертной казни. А между гражданами и фанатичной верхушкой существует вполне нормальная светская бюрократия во главе с избранным президентом, который станет намного лучше, если она получит власть не техническую, а политическую. Получается, если завтра к Аятолле, вот этому ополоумевшему пердуну, Израиль пришлет группу спецназа и вывезет судить в Иерусалим или в Тель-Авив, то ничего страшного не случится, а всем станет только лучше. Ведь власть тогда окажется в руках людей, которые хотят торговать нефтью и зарабатывать кучу денег. И им не будут мешать фанатики, которым плевать на нефть и деньги, которые просто хотят убивать евреев. Получается, что если религиозную верхушку изъять, то с иранским правящим классом, не зацикленным на убийствах иноверцев, будет очень легко договориться. Если в том же ключе рассуждать дальше, то можно предположить, что каждый диктаторский режим устроен аналогичным образом. Наверху сидит вождь и ближайшие его сподвижники, которые живут в мире чистых абстракций. Они хотят чего-то высокого, в том смысле, в котором понимают высокое. Кто халифат строит, кто многополярный мир, кто мстит всем за обиды или за нищее и унизительное детство. У каждого в голове может быть сложный комплекс причин, почему нужно потратить 10 миллиардов долларов и 30 тысяч человек на захват Купянска. Почему нужно полвека сидеть под санкциями в абсолютной нищете, но закутывать женщин в хиджабы, финансировать террористов и воевать с Израилем. Чем дольше такой режим у власти, тем больше его высшее начальство мыслит категориями не от мира сего. Тем сложнее с ними разговаривать языком рациональных аргументов. Тем более ему плевать, выгодна ситуация или нет, полезно так действовать или вредно. У высокого начальства своя сверхзадача, оно по-своему ее понимает. Бесполезно предлагать миллиарды тому, кто уже видит себя в учебнике истории. Но буквально одним этажом ниже, на уровне власти, которая вынуждена не витать в облаках и заниматься оперативным руководством,
в нашем случае на уровне условного Мишустина, сидят совсем другие люди – карьеристы. Среди профессиональных управленцев, среди карьерных бюрократов, среди крупнейших бизнесменов очень мало фанатиков. Абсолютное большинство там приспособленцы, которые всю жизнь послушно повторяли любые лозунги любого начальства, если это способствовало карьере и помогало бизнесу. Среднему бюрократу в любой стране абсолютно плевать, что организовывать – джихад или гей-парад. Они будут консервативными или либеральными, религиозными или светскими, ровно до той степени, в которой это поможет им из замначальника стать начальником, получить госконтракт, телевизионную частоту или землеотвод. Эти люди очень хорошо понимают язык, на котором с Путиным пытается разговаривать Трамп. Зачем инвестировать в руины и трупы по $150 миллиардов в год, если вместо этого можно прекратить войну и начать зарабатывать? Кому хорошо от того, что 300 российских ярдов зависли в Брюсселе, что арестованные яхты ржавеют в портах, что элитная недвижка под санкциями превращается в приюты для бездомных и окупусов? От того, что ребенок российского губернатора больше не может уехать в британскую школу, плохо и губернатору, и ребенку, и самой школе. Ей деньги тоже не лишние. Вот предложение, сформулированное Трампом. Вы все равно ни хрена не навоюете, никакого золота ацтеков под Покровском не зарыто. Так давайте закругляться и договариваться по бабкам. И для всей высшей номенклатуры России, за исключением Путина, это звучит просто замечательно. Как предложение, от которого нельзя отказаться. Ноль сомнений. Дай тому же Кириллу Дмитриеву свободу действий, выпусти его из текущего клоунского амплуа, он бы еще в феврале подписал все, что предложила администрация Трампа. Потому что нюансы не важны. Все раунды переговоров были в высшей степени щедрыми. Предлагают тебе 10 миллиардов или 20. Нормальный человек не ответит: «Не-не-не, я хочу профукать еще 300». Язык, на котором говорит Путин, управленческому классу чужд. Все эти рассуждения о взаимных терках скандинавских ЧВК X века, о том, кто кого тогда надул и цинично обманул, о том, куда мы хотели и куда нас не взяли, и прочее перечисление всех на свете обид через запятую, все это управленческий класс не воспринимает. Воспроизводит дословно. Но ни один дееспособный управленец не может жить в концепции, что вы нас обидели, мы надулись и теперь ногу себе отпилим, чтобы вам стыдно было. Судя по реплике Медведева для ТАСС, дескать, слава богу, у нас есть ядерное оружие, судя по тому, в какую истерику впала пропаганда Лукашенко, все, кому надо, сообщение получили. Трусы жалкие, торгаши и хамы, мерзость, раковая опухоль человечества. Ай же змеюка подколодная. Америка, страна пиранья, рабыня зла, безумный клон, твои вожди как наказание, то извращенец, то гиббон. Сколько бреда я прочитал сегодня про то, что это такой хитрый обмен Венесуэлы на Украину. Рот помойте, идиоты! Никто вам ничего не отдаст, только по одному всех прикончат. Оказывается, что если диктатор совсем невменяемый, и ему что в лоб, что по лбу, если он международный вредитель, то не обязательно ублажать его до последнего. Можно договориться с теми, кто сидит этажом ниже. Сказать им: да зачем вам это чудо природы? Вам джихад против печенегов и даром не сдался. А он не успокоится же. Вместо того, чтобы кататься между Комо и Ниццей, вы будете ползти на Славянск с Краматорском. А в итоге к вам домой рано или поздно может залететь дрон. Ну или спецназ ФСБ придет и окажетесь в тюрьме. Дедушка старый, ему все равно. Но вам-то нет. Вы же не для того ползли на самый верх, чтобы в итоге застрелиться на парковке. Может, мы вашего невменяемого-то того-этого в кутузку заберем? А с вами договоримся обо всем. Вам даже делать ничего не надо. Просто не сбивайте наш вертолет. Не стреляйте по нашему спецназу. Запутайтесь в собственных ногах. Проспите и не заметьте. Дроны вон доехали до Иркутской области в грузовике. Никто же не заметил. Ну и вертолеты можно не заметить, бывает. Или в случае Ирана. Друзья, у вас прямо сейчас протесты. У вас были протесты, у вас будут протесты. Эти вы подавите, следующие, может быть, тоже. Но рано или поздно благодарный народ вырежет вас всех. Никто не будет разбираться, где религиозный фанатик, а где тихий бюрократ. Всем придет конец. Случится это по максимально идиотской причине. Например, потому что стражи исламской революции убили при задержании несчастную девушку за отсутствие хиджаба. Так что вы, потенциальные нефтяные миллиардеры, каждый день живете на пороховой бочке, ожидая, пока чужие религиозные фантазии окончательно задолбают народ. Так может, не надо ждать-то? Может, просто отвернуться, хотя бы на одну ночку. И всем хорошо.
Израиль снова подтвердит зловещую репутацию своего спецназа, а Италу вашего будут судить в районном суде Тель-Авива, причем совершенно за дело, а вы будете править. Или вон Беларусь возьмем. Ну сколько можно играть в пародийный совхоз посреди Европы? Вы можете быть правящей элитой европейской страны. Можно не отчитываться перед Лукашенко на камеру за обосранных коров, ожидая, пока Коленька дорастет до минимального возраста правления. Можно не клянчить у Путина миллиардик другой, выстраивая на этом всю свою экономику. Зачем мешать отъезду Лукашенко в Дублин на суд за воздушный терроризм? Опять же, когда он туда уедет, можно возмущаться, заседание ООН созывать, за суверенитет переживать. А тем временем спокойно себе делить власть. Ведь главную проблему, которая в любой момент может какую-то херню выкинуть, так что вы под новыми санкциями окажетесь, или того хуже, главную проблему-то у вас уже забрали, она в тюрьме в Дублине сидит. Знаете, в чем самый забавный парадокс? Казалось, избрание такого человека, как Трамп, который вертел все на свете правила и понятия, который хочет со всеми разговаривать про бабки, прям профессиональный праздник всех на свете диктаторов. Трамп словосочетание «права человека» и не выговорит. Он никому не предъявит за фальсификацию выборов и расправы над оппозицией. Он бы и сам этим занимался, если бы только мог. Но проблема в том, что аргументами Трампа с диктаторами разговаривать бесполезно. Диктатор, вросший в кресло за 20 лет и более, не нуждается в деньгах. Он уже все дворцы построил, все яхты купил, прошел игру в деньги до конца. Удвоится экономика у диктатора или уполовинится, для него лично ничего не изменится, ему все равно. Языком бизнеса с диктаторами разговаривать бессмысленно. Это как продавать лимонад на Октоберфесте. Ну не твои там клиенты. Зато разговор этот чудо как годится для всех, кто любого диктатора окружает. Для бюрократов, для олигархов, для силовиков, включая его личную охрану. Для всех тех, кто поддерживает власть диктатора ради личных благ, бабла, статуса и неприкосновенности. Вот этим людям можно сказать: да давайте договоримся, вы отдаете упыря, а взамен бабла у вас станет больше, статус будет выше, а еще появится реальная возможность бабло и статус передать детям. Такое предложение – это ж как открыть ломбард напротив казино. Ну, очень выгодный бизнес. Диктаторам всего мира прямо сейчас предстоит осознать одну неочевидную истину. Глава реально сильного государства, который не оперирует абстрактными гуманистическими терминами, не говорит о военных преступлениях, о нерушимости границ, о международном праве, но делает элитам при диктаторе максимально вульгарное предложение. Что ж вы такие беспомощные? Давайте вместе разбогатеем и защитим свои капиталы. Вот такой человек диктаторам вообще не друг. В мире, который жил по правилам, у элит была веская причина диктатора не сдавать, чтобы не отправиться следом за ним под суд за все на свете преступления, от военных до коррупционных. Но сейчас Трамп говорит элитам другое. Какой нахрен суд? Никакая оппозиция власть не получит. Рулить будете вы и дальше. Все в порядке. Давайте лучше вместе зарабатывать будем. В мире правил диктатор со своей элитой в одной лодке. Они сообщники, и даже если сдадут главаря, сообщниками быть не перестанут. В мире Трампа диктатор и элита в разных лодках. С последними можно договориться, а с диктатором нет. Зачем Путин собрал то самое знаменитое заседание Совбеза перед войной? Зачем в Думе существует практика законодательных братских могил, где каждый депутат должен обязательно стать инициатором самых людоедских законов? Чтобы у всех были руки по локоть в крови. Чтобы никто не думал, что кто-то в мире такую руку готов пожать. А Трампу пофигу, он любую пожмет. На него это не работает. Можно пережить статус военного преступника, сидя в персональном Версале. Но даже в этом Версале не сладко, если ты постоянно ожидаешь то ли дрона, то ли ареста, то ли мятежа, потому что твой начальник уперся рогом и ведет убыточную войну. А если появляется опция просто сдать начальника и снова летать на Лазурный берег, не опасаясь ни арестов, ни дронов, это же совсем другое дело. Мы об этом уже говорили, но скажем еще раз. Мы живем в такое время, когда международное право выкинули в окно. Это плохо для всех и аукнется всем. Те правила, которые сейчас выброшены в окно, не от скуки родились. Они результат того, что за 20 век Европа дважды покрылась могилами от горизонта до горизонта. Но интересно все же смотреть, как проигравшими в этом новом мире обнаруживают себя как раз те, кто мечтал о таком беспределе. Те, кто считал себя самой быстрой рукой на Диком Западе. А оказывается, что все совсем не так. Оказывается, хулиганам хорошо быть в классе физмат-школы. А в местном ПТУ тебя быстро прижмут к ногтю. Там все такие же, все на учете.
Легко показывать свою удаль, когда весь внешний мир — карьерные политики, играющие по правилам. А когда внешний мир — это Трамп, тут же выясняется, что ты никого вертолетом выкрасть не можешь, а вот тебя он вполне. Диктаторам сегодня вместо совета пожелания. Желаем вам, диктаторы, приятных соседей в бруклинском следственном изоляторе. До завтра.